Это будет самое непопулярное видео на тему N8N. Но если вы его досмотрите до конца, то вы сразу же поднимете свой навык работы с N8N на профессиональный уровень. Смотрите, все хотят, что делать с N8N? Быстро создать себе AI-продавца, AI-ассистента, AI-помощника, который будет выполнять какие-то определенные задачи. То есть процесс создания AI-помощников и ассистентов, то есть шаблонов в N8N, он в принципе не сложен. Но когда возникают какие-то проблемы с этими самыми помощниками, когда они не выполняют то или иное действие, когда они не обращаются для выполнения того или иного действия, например, с соседними шаблонами, для того, чтобы создать полностью готового AI-продавца, AI-помощника, AI-ассистента, необходимо правильно заложить в него инструкцию, потому что без инструкции он не будет работать. Смотрите, 99% ошибок, которые возникают при работе с сервисом N8N, эти ошибки находятся как раз в инструкциях. То есть робот не понимает, ассистент не понимает, что от него хотят, что он должен сделать. Поэтому он либо дает какой-то неверный ответ, либо просто ломается и не работает дальше. Поэтому это видео, оно, знаете, оно немножко нудное, оно немножко долгое, оно не такое веселое, как все предыдущие видео, где мы создаем своих помощников, ассистентов, подключаем искусственный интеллект к Телеграму. Поэтому, ребят, большая просьба, если вы хотите реально разобраться с сервисом N8N, если вы хотите строить себе помощников и ассистентов, просто досмотрите это видео до конца, скопируйте все материалы, которые я буду давать в этом видео, и вы тут же поднимете свой уровень компетенции с сервисом N8N. Поехали! Также, посмотрев это видео, вы разберетесь, почему ваш, например, AI-агент не передает запрос AI-помощнику, и AI-помощник не понимает, что ему нужно сделать. Нужно просто разделить ваш ответ на несколько частей. В этом видео я подробно объясню, как это настроить. Хорошо, смотрите, пользовательские инструкции, которые мы задаем в нашем AI-агенте, они влияют на то, что будет делать AI-агент дальше. То есть вы ему задали какой-то вопрос, либо он получил какой-то вопрос через Telegram, через чат от другого AI-ассистента, неважно. И ему нужно понять, что ему делать. Он может, как бы, если мы не вводим никакие запросы, он может сам придумать, ответить на этот запрос, но это будет, знаете, непрофессионально. То есть, если человек у него спрашивает, например, ваш потенциальный клиент, у него спрашивает цену, и он эту цену начнет выдумывать, я думаю, что это будет не прикольно. Или если это наш AI-агент, ему нужно обратиться в базу данных, если мы эту информацию не пропишем в пользовательских инструкциях, то он, соответственно, тоже опять что-то придумывает. То есть, смотрите, наш AI-агент, если он не понимает наши инструкции, то он эти инструкции будет придумывать. Я вижу, как у нас в Telegram-чате люди пишут, что мой AI-агент не передает данные, соответственно, AI-помощникам. Почему такая проблема возникла? А потому что все просто. Он не знает, какие данные нужно передать этому AI-помощнику, потому что у него нет в инструкциях информации о том, что необходимо передать. В каком формате это все необходимо передать, что ему необходимо сделать после того, как ему пришел какой-то запрос. То есть, понимаете, AI-агент это не живой человек. Знаете, мы в своей жизни не используем практические инструкции, потому что мы понимаем. Например, отправляем ребенка в магазин за яйцами, и ребенку не нужно говорить, в какой магазин идти, какие яйца купить, страусиные, гусиные. Нет, он все это примерно понимает на уровне логики. У ChatGPT, либо у нейросетей, у искусственного интеллекта, у AI-помощников наших этой логики не то что нет, они просто как-то ее не используют. Им нужны четкие инструкции, в какой магазин идти, почему именно в этот магазин, какие яйца купить, именно куриные. И по этому процессу, двигаясь, им будет легче давать тот ответ, который будет удовлетворять именно нас. Мне необходимо написать пост для моего блога, который на WordPress. Он должен знать, что мой блог на WordPress. Он должен знать, что ему необходимо написать не просто пост, а написать текст, создать для этого текста заголовок, сгенерировать картинку, либо дать задание помощнику, чтобы он сгенерировал картинку, разделить текст на абзацы, сделать подзаголовки, структурировать все, возможно, добавить ссылки. И если он этого не будет знать, то он будет писать просто текст, как он считает нужным. Он не будет использовать, например, ключевые слова. Или пост для социальных сетей. Он не будет понимать, для какой социальной сети. Надо все это ему расписать. И для того, чтобы наше с ним взаимодействие было простым и легким, мы должны максимально ввести те самые пользовательские инструкции. Значит, смотрите,
Как создавать пользовательские инструкции? Вы, наверное, в моих видео видели, что у меня есть несколько форматов создания пользовательских инструкций. И тот формат, они верны. Я создаю пользовательские инструкции через такую систему, называется она Visual Studio Code. Это, еще раз говорю, я не программист, я не разбираюсь в коде, но это интуитивно понятный интерфейс, который позволяет мне создавать пользовательские инструкции, а самое главное, их не терять после того, как, соответственно, я с ними проработал. То есть у меня есть пользовательские инструкции, например, в формате HTML. Возможно, я неправильно называю формат, поэтому как бы не обращайтесь. Я не программист, я вообще плохо разбираюсь с компьютерами. И смотрите, вот это такого вот формата, соответственно, запрос. И его преимущество в том, что здесь четко обозначены, соответственно, что необходимо сделать, какие данные передавать. Я этот формат использую. Есть у меня другого формата, соответственно, пользовательские инструкции. Например, вот в таком формате. То есть идут распределение ролей, соответственно, как он должен отвечать, инструкции, примеры. То есть и тот формат, он верный. То есть здесь больше, наверное, как визуальная часть. Кому-то больше нравится так. Мне в последнее время больше так стало тоже нравиться, потому что это как бы избавляет от лишнего кода. Но и те форматы инструкций, они создаются именно вот с Visual Studio. Почему именно Visual Studio? Это инструмент, который позволяет нам в таком приятном, наверное, интерфейсе создавать пользовательские инструкции. Я делю все пользовательские инструкции на несколько элементов. То есть я вам покажу HTML формат, дальше я попрошу просто ChatGPT перевести его в тот формат, то есть добавить информацию в виде вот этих вот хэштегов, так называемых. Смотрите, значит, что должно быть обязательно в пользовательских инструкциях? Должна быть роль агента, то есть его название, его описание, информация о нем, то есть название агента. Для чего? Когда мы создаем, например, несколько наших шаблонов, несколько подагентов, несколько направлений, например, агент по созданию TikTok видео, агент по транскрибации YouTube видео. И каждый агент, то есть он имеет свое какое-то название, свое имя. Соответственно, у этого агента каждого должно быть имя, для того, чтобы он понимал, в случае чего, за какому агенту ему необходимо обращаться. Дальше, значит, описание, соответственно, агента мы прописываем здесь. Дальше, значит, надо прописать цель агента. То есть у него как бы основная цель, то есть что он должен делать. Например, ты главный ассистент, и ты должен делегировать свои задачи сторонним ассистентам, помощникам и экспертам, которые будут эту задачу решать. Здесь все понятно. Его роль, цель, для чего он был создан. Либо ты агент по созданию TikTok видео, либо ты агент по транскрибации видео. То есть твоя основная цель, что ты делаешь. Дальше, значит, инструкции, что ты должен знать, то есть какие твои инструкции. Здесь этот, кстати, файл с примером вы можете скачать без проблем в моем телеграм-канале. Ссылки все находятся под этим видео. Также там все есть шаблоны, которые мы разрабатываем, и я показываю в своих видео. Есть большая база уже пользовательских шаблонов, то есть люди, которые вступают в телеграм-канал, присылают нам свои шаблоны своих агентов, делятся ими, и вы также их можете использовать и взаимодействовать с ними. Это такая целая площадка, где большое уже количество видеоуроков именно по искусственному интеллекту, по использованию, главное, искусственного интеллекта. Ну и, конечно же, все те материалы, которые я показываю в своих видео, все ссылки на материалы, они находятся также в этом телеграм-канале. Ссылка находится под этим видео, обязательно переходите. Плюс есть чат для общения, то есть чат, где люди помогают друг другу. То есть участники помогают друг другу для того, чтобы побыстрее справиться с той или иной задачей. Не сразу же, конечно, но, соответственно, люди отвечают, помогают друг другу. Если вам тоже нужно поделиться своим опытом, либо и вы эксперт в своей теме и хотите, соответственно, найти себе, возможно, потенциальных клиентов, все находится у нас в чате. Ссылка находится под этим видео, обязательно переходите. Инструкция может быть бесконечное количество. То есть, например, раз инструкция, 2 инструкция, 3 инструкция, 4 инструкция. То есть все эти инструкции, они могут быть в зависимости от тех задач, которые необходимо решить. Значит, дальше. Примеры.
обязательно для любого AI должны быть примеры. То есть, что мы хотим, чтобы получить в конце. То есть, ожидаемые входные данные и ожидаемый выходные данные. То есть, что мы хотим получить? Например, мы хотим получить там текст. Соответственно, ты получаешь такой-то запрос, ты должен сделать текст. То есть, ты получаешь запрос, ты получаешь ответ. И в качестве примера ты указываешь, вот такой ты запрос получаешь. Например, мне необходимо провести анализ конкурентов в TikTok по ключевому слову такому-то. Ответ. Ты должен провести анализ TikTok видео, то есть зайти в TikTok, отдать эту задачу агенту по TikTok, и он должен, соответственно, уже провести анализ TikTok видео по такому-то ключевому слову. То есть все должно быть ему понятно. То есть вы как ребенку малому объясняете, что нужно сделать. Прикол инструкции в том, что над ними нужно заморачиваться всего один раз. То есть вы один раз заморочились, выгрузили все эти инструкции, и дальше, соответственно, ваш AI-помощник уже с полуслова понимает вас. Сходи в магазин, он знает, в какой магазин, соответственно, идти. И примеров может быть большое количество, в зависимости от количества задач, которые он выполняет. Я обычно использую там 3, 5, 7 примеров в зависимости от количества задач. Например, тебе пришла задача записать данные в Google календарь. Что ты делаешь? Ты отправляешь, соответственно, этот запрос помощнику, у которого есть доступ в Google календарь. Тебе пришла задача сделать TikTok видео. Ты отправляешь этот запрос AI-агенту, который специализируется на TikTok видео. То есть примеров, чем большее количество у вас ваших AI-помощников, чем больше у вас тот самый AI-отдел, тем большее количество примеров вы должны, соответственно, давать. И в каждом AI-агенте у вас также должны быть свои примеры, что ему нужно сделать в том-то случае. Примеры, как это сделать. Например, тебе нужно написать пост для Instagram, тебе нужно написать пост для социальных сетей. Ты должен уточнить, для каких социальных сетей, для Инстаграма, для ТикТока, для Ютуба. Это должен быть, может быть, пост для YouTube видео, для вашего блога, сайта. То есть, чем большее количество примеров он получает, мы здесь сделали, то есть входные, выходные данные, тем большее количество ответов, соответственно, он получает. То же самое вы можете изменить вот этот вот формат. Я в формате HTML даю. Мы зайти можем в чат GPT и написать им простой промпт. Да? Это инструкции для моего AI-агента в таком-то формате. Преобразуй это и измени, соответственно, в другом формате. И он просто нам буквально там несколько секунд преобразует это в нужном нам формате. То есть по формату здесь можно не заморачиваться. Мне нравится именно через Visual Studio это делать, потому что я могу все свои пользовательские инструкции, которые я даю тому или иному боту, сохранить их. То есть я их просто сохраняю в папку с шаблоном, и дальше у меня не возникает вопросов, да, какой промпт я использовал в том или ином шаблоне. Я просто открываю эту инструкцию, например, вот инструкция, да, это сырая, например, вот инструкция, да, что он должен сделать. И здесь, если у меня добавляется какой-то новый промпт, новый запрос, новый помощник, новый агент, которого я добавляю, я просто редактирую и добавляю, соответственно, эти все данные в ту инструкцию, которую ему необходимо выполнить. И в дальнейшем мы просто берем вот эту вот инструкцию, копируем и вставляем в нашего AI-агента. То есть заходим в AI-агента, выбираем «Добавить системное сообщение», переходим в этот режим, он тоже удобен. И в один клик мы вставляем данные нашего AI-агента. Если мне что-то нужно подкорректировать, я захожу в предыдущего AI-агента. Все, то есть процесс добавления, создания инструкции, он не сложен. Главное вот использовать те элементы, которые нам необходимы. Все инструкции лучше писать на английском языке. Здесь есть несколько причин, почему нужно это делать. Во-первых, самое главное — это экономия денег. Потому что когда мы отправляем инструкцию на русском языке, у нас объем токенов, сжирающий чат GPT, либо любой другой искусственный интеллект, он в 1,5 раза выше, чем на английском языке. Поэтому, когда у меня уже готова инструкция, я, соответственно, ее просто отправляю в чат GPT на русском языке и прошу его перевести мне, соответственно, эту инструкцию на английский язык, добавить, что ответ у искусственного интеллекта должен быть обязательно на русском языке, потому что я получаю информацию именно на русском языке, и выдай мне все это в
в XML формате. Соответственно, я копирую уже его ответ, и эту уже готовую инструкцию для экономии токенов мы добавляем уже на английском языке. Нажимаем «Сохранить», и все, теперь наш AI-агент обучен. Плюс самое главное, мы с помощью этого AI-агента экономим большое количество токенов. Давайте теперь попросим его написать пост на тему маркетинга. То есть я прошу, слушай, напиши мне пост на тему маркетинга. Он думает и, соответственно, сейчас мне выдаст пост, уже готовый на тему маркетинга. Он написал заголовок, основной текст, выделил, соответственно, все эти форматы. Прямый призыв к действию написал, который он будет размещать для этого поста. Хэштеги написал, которые следует, соответственно, использовать в этом посте. Этот промпт, он как раз и был направлен на то, чтобы он, наш AI-агент, написал именно заголовок, написал, соответственно, шаги, то есть маркированный список, написал хэштеги, которые необходимо ему сделать, и написал, соответственно, призыв к действию. Все эти запросы, в зависимости от той инструкции, которую мы его просили сделать, он, соответственно, выполнил. Но если мы посмотрим детально на его ответ, то мы увидим, да, вот в чате нас этот ответ как бы удовлетворяет. То есть он, в принципе, структурирован хорошо. Но это один вывод. Смотрите, что я имею в виду. Если мы посмотрим на тот ответ, который дал нам наш искусственный интеллект, наша нейросеть, наш AI-агент, то мы видим, что ответ он был как бы записан в одну ячейку. Если он тут же этот ответ будет публиковать, например, в соцсети, либо в наш Airtable календарь, либо в наш Notion календарь, то это будет все как бы визуально некрасиво выглядит одним сплошным текстом. И нам нужно разделить, соответственно, этот ответ, например, заголовок отдельно сделать, основной текст отдельно сделать, например, каждый элемент сделать отдельно и, например, хэштеги выделить также отдельно, чтобы все данные передавались в разные ячейки. Мы, самый банальный пример, да, вот мы задаем запрос нашему искусственному интеллекту, какому-то нашему AI-агенту, для того, чтобы он передал эти данные и рассказал о них, передал эти данные другому AI-агенту. Вот на примере главного AI-ассистента. То есть мы задаем запрос отправить данные в наш, например, в Google календарь, забить эти данные. И он должен понимать, в каком формате забивать эти данные. Может быть, сплошняком текста, но лучше, если он будет там давать отдельно задачу, отдельно, соответственно, время, которое необходимо передать, отдельно кто, соответственно, эту задачу отправляет. То есть он должен делить наш ответ на несколько частей. Все это делается с помощью системного парсера. Смотрите, мы заходим в ChatGPT. И скидываем ему ту самую инструкцию, но просим его создать JSON-объект, создавая JSON-поле для каждой секции исследовательской работы, основанной на моем опыте. Я хочу извлекать отдельно заголовок, основное содержание, хэштеги и призывы к действию из этой работы каждый раз. Я отправляю, соответственно, этот запрос искусственному интеллекту. И теперь, смотрите, он мне добавляет информацию, то есть которую я должен добавить в свой непосредственно файл. Я копирую, но прежде чем скопировать, я попрошу его перевести, соответственно, этот запрос на английский. Я копирую, соответственно, эти данные и просто добавляю в свой, это вот в таком формате. Все. Сейчас ответ от ChatGPT, он будет, соответственно, делить отдельно на несколько элементов. На заголовок, на призыв к действию, на основной текст, на хэштеги. Но нужно еще добавить, соответственно, включить выходной формат. Включить и подключить к нашему AI-агенту так называемый парсер. Выходной парсер. Мы выбираем стандартный выходной парсер, который будет делить ответы на наш ответ на несколько частей. И сюда, соответственно, вставляем то, что нам только что дал ChatGPT. То есть, что необходимо делать для того, чтобы все заработало. Здесь стоит сделать уточнение. Смотрите, для чего мы это делаем? Для того, чтобы, например, разделить ответ от искусственного интеллекта, от нейросети на несколько частей. Например, чтобы забить эти данные в свой Notion календарь, в свою Google таблицу, чтобы забить эти данные, например, при создании своего сайта, при создании статьи на своем сайте. Либо просто тупо мы хотим все эти данные по очереди передавать следующему агенту, чтобы он их уже дорабатывал. Это важно, разбивать один ответ на несколько частей. Так просто структурировано будет легче понимание для следующего агента, либо для того человека, который будет все это публиковать, там уже может быть в социальной сети.
Все, сохраняем. И теперь смотрите, мы опять же просим его, например, написать нам пост на тему, например, социальные сети. И давайте посмотрим, в каком формате его ответ сейчас будет. То есть мы сейчас заходим в его ответ, и мы видим, что он уже разделил ответ на несколько частей. То есть он отдельно добавил заголовок, это погружение в мир социальных сетей, почему они стали неотъемлемой частью нашей жизни. Он разделил текст, то есть он расписал текст. Он разделил призыв к действию, и он разделил, соответственно, хэштеги. Да, хэштеги, конечно, можно было бы попросить его сделать в одну строку, но окей. То есть он уже выдал нам не один ответ, а выдал нам несколько ответов в зависимости от того запроса, который мы в него отправили. Для чего это делается? Например, для того, чтобы, видите, он хэштеги разделил на несколько хэштегов, хотя можно было сделать все в одном формате, в одном тексте. Для чего это делается? Для того, чтобы мы могли передавать нужный нам запрос нужному агенту, либо добавлять просто тупо этот запрос, например, в тот же Airtable, да? Создать простую таблицу и в каждой из этих таблиц добавлять определенные ячейки, либо в наш Notion, либо в Google календарь. То есть он теперь не просто нам дает ответ, а он дает ответ и делит свой ответ на определенные параметры, на определенные части, которые нам необходимы. Это очень важно, когда мы работаем с AI-агентами. То есть, когда у нас есть дополнительные агенты, для того, чтобы он не передавал полностью весь свой ответ, а отправлял только ключевой смысл, который он хочет, соответственно, отправить тому или иному агенту. И таким образом мы создаем те самые инструкции для того, чтобы полностью помочь нашему агенту разобраться в том запросе, который нам необходим, и в том ответе, который нас будет удовлетворять. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой YouTube канал, Telegram канал, переходите по ссылке, закрепленной ссылке в первом закрепленном комментарии, либо в описании к этому видео. Вам бот расскажет, как вы можете получить все шаблоны, все подробные инструкции, которые, соответственно, у нас есть для того, чтобы использовать их в своей работе. С вами был Игорь Зуевич. Поставьте лайк этому видео. Пока.